Здравствуйте. Владимир Ильич, позвольте вам начать рассказ об итогах Национального центра России, который был создан по распоряжению президента Российской Федерации. Вот мы 1,5 года уже проработали, а мы находимся вот в этом здании, пусть оно временное, но за этих... Вы нас сбиваете. Но за это время у нас уже прошло более 900 мероприятий, Владимир Ильич. Они очень разные, но все отвечают цели создания Национального центра России, чтобы демонстрировать здесь достижения нашей великой страны и рассказывать о людях, которые причастны к этим достижениям, и чтобы каждый гость, который сюда приходит, чувствовал восторг, восхищение, мечтал и хотел создавать наше счастливое будущее, оно у нас будет обязательно счастливым. И у нас, конечно, много международных мероприятий, уже было представителей 122 государств. Вы знаете, что у нас есть еще и выставки. И вот одна из последних, точнее последняя выставка была «Путешествие в сказку». Она была очень популярна, но, к сожалению, не всех смогли вместить, потому что у нас вот это временное, где мы находимся, сейчас вмещает 5000 человек в день. А новое здание, о котором мы вам расскажем, будет уже вмещать 20 000 человек. Владимир Ильич, но у нас тем временем, по вашему поручению, создаются филиалы в наших регионах. Вы открывали первый во Владивостоке 7 сентября, следом открылся на берегу Енисея в Красноярске, потом на берегу Иртыша в Ханты-Мансийске. 12 июня мы открываем красивый филиал в Рязани и 1 сентября в Севастополе. И недавно было согласовано 8 концепций новых филиалов. Это Кабардино-Балкария, Якутия, Хабаровский край. У нас впервые филиал появится на острове Большой Уссурийский. Нижегородская область, Республика Карелия, Калининградская, Кировская и Ярославская область, Россия большой региональными командами, там уже живет, кипит жизнь. Владимир Ильич, и вы в последний день выставки России дали нам наказ, чтобы мы сохранили тот костяк команды, который создавал выставку. И мы это поручение выполнили, у нас почти все те, кто ее создал, работают сейчас в Национальном центре России. А дальше я предложу очень короткий ролик показать, который рассказывает о Национальный центр «Россия» – пространство гордости за свою страну и людей, которые в ней живут, аналогов которому в мире нет. Здесь работает постоянная экспозиция «Путешествие по России». Это наглядная демонстрация достижений нашей страны в прошлом и настоящем. С момента открытия Национального центра прошло более 10 выставок. Уже в апреле свои двери откроет новая экспозиция «Уроки географии». Мы сотрудничаем с лучшими производителями страны. В универмаге «Россия» можно найти продукцию, созданную руками и сердцем. В гастрономических рядах представлены кухни народов России. Через вкус можно многое узнать о стране, ее традициях и культуре. Национальный центр – это сотни культурных, образовательных, деловых и международных событий, важных для всего мира. Мы инициировали открытый диалог, где эксперты со всего мира говорят о глобальном развитии. Международный симпозиум «Создавая будущее» уже во 2-й раз собрал визионеров из разных стран, чтобы визуализировать сценарии развития человечества. Мы соединяем сердца на первом, единственном в мире свадебном фестивале. Это бережное сохранение традиционных семейных ценностей. В этом году событие пройдет уже в 3-й раз. Мы бережно храним память о подвигах героев и объединяем людей со всех уголков России, создавая живую связь прошлого, настоящего и будущего. Особое внимание уделяем молодежи и развитию их профессиональных навыков. В школах юного экскурсовода и журналиста мы признаемся в любви к родине. Наш уникальный опыт получил продолжение в регионах. Филиалы – это не просто здания, а точки притяжения для жителей. Пространство, которое формирует вокруг себя комфортную среду и новый архитектурный облик. В 2029 году откроется новое здание Национального центра в Москве. Это макет нашего здания, который
Владимир Ильич, вот мы видим, это мировое уникальное архитектурное событие будет. У нас команда объехала последние культурные институции, которые либо только открылись, либо вот-вот откроются в мире. И это по-настоящему ничего подобного нет. И по архитектуре, мы здесь видим крышу, это мы все вместе, наши архитекторы, вдохновились Покровом, что в России всегда людей разных национальностей, да вообще очень разных религий укрывала любовь. И людям всегда под Покровом было тепло, заботливо и уверенно. Но помимо этого мы, конечно же, в это здание еще попытались вместить все, чтобы оно соответствовало целям национального центра, чтобы каждому гостю здесь было интересно, и он находил, что делать. Поэтому у нас здесь и концертные залы, и деловые зоны. И самый единственный в мире такой амфитеатр по высоте и по площади. И у нас это пространство будет жить, оно все трансформируется, все, то есть оно не застынет, оно будет каждый раз соответствовать тому темпу страны, в которой живем, и тем желаниям людей, которые хотят. Но чтобы вот такое уникальное событие получить, создать, сооружение, в общем, на такое способен только Сергей Семенович Собянин со своей уникальной командой. Я передаю им слово. Выполняя ваше поручение, мы послушали коллег, что они хотят сделать. Это вот так вот все воздушно, прекрасно, светло, и идеологически правильно звучит, но чтобы это переложить в инженерное сооружение, проекты, конечно, мы видим, что это одно из самых сложных сооружений в нашей стране. Вот с чем это можно сравнить? 200 тысяч квадратных метров площадей. Это практически в 3 раза больше, чем Кремлевский дворец, который мы все хорошо знаем. А количество одномоментно находящихся людей в 2 раза больше, чем в КДЦ. Правильно было сказано, состоит из нескольких уровней, внизу парковка, затем выставочное пространство, концертный зал, еще одно выставочное пространство и музей Российского географического общества, поручение которое давали, мы только интегрирован, то есть это такой большой комплекс. В период строительства здесь будет находиться около 4000 человек, около 1000 единиц строительной техники. Одно из самых сложных решений, которое нам придется принимать, это, собственно, фундамент, как ни странно, вот этого всего сооружения. Дело что, значит, над 6 тоннелями метро? Да, вот внизу как раз идут 3 линии метро, это 6 тоннелей. И это всего 22 метра до тоннеля. Когда мы углубляемся, мы находимся в 7 метрах, фундамент находится над тоннелями. Что это означает? Это означает нам создать такую плиту, которая бы не давила на эти тоннели, обеспечивал полную гарантированную безопасность. Это первое. Второе, работы, которые мы проводим по вот этому основанию, должны проводиться только тогда, когда линии не работают. А это всего 2,5 часа, окно технологическое, когда мы можем укладывать бетон. Ну и в-третьих, это рядом Москва-река, это водонасыщенные грунты, и все это просто сложно. Сегодня работают 2 геологических института ведущих для того, чтобы сделать точную модель строительства так, чтобы она была безопасна и реализуема. Это одна история. Вторая история – это вот трехмерная кора. Мы хорошо знаем Зарядье. Для нас это был вызов инженерный в свое время. Мы ее реализовывали с большим трудом, подбирая лучшие инженерные команды. Так вот, эта кора еще значительно сложнее то, что мы делали в Зарядье. И по масштабу, и по сложности, и так далее. Ажурные пролеты будут доходить высотой до 120 метров. Все у нас с виду вроде как бы такое небольшое сооружение, но на самом деле это все очень и очень непросто. Ну и очень важно, чтобы весь этот комплекс, такой поток людей был обеспечен транспортом. Поэтому спасибо огромное, что вы одобрили эту площадку на месте старого экспоцентра. Рядом находится 3 линии метро, 2 линии московских центральных диаметров и московское центральное кольцо. То есть у нас 6 станций такого железнодорожного транспорта тяжелого, плюс проспект Багратиона рядом. И все это, конечно, обеспечивает транспортный доступ. Плюс рядом Сити находится, это крупнейший деловой центр. То есть здесь поток людей уже даже с этой точки зрения уже просто гарантирован. Сооружение этой плиты, основания сложнейшие, и применяются еще и современные технологии,
Здесь будут работать 11 кранов, и работать они будут дистанционно. Второй раз мы применяем такую технологию. В нашей стране первый мы применили на строительстве Скрифа, который сейчас возводится, и второй здесь. Это повышает производительность труда, меньше персонала нужно, ну и удобнее, безопаснее работать. Поэтому сегодня мы закладываем первый куб бетона вот с этого операторского пульта. Максим, высокий профессионал своего дела, сейчас готов выполнить вашу команду по закладке первого куба бетона строительства Национального центра России. Начинаем. В этом году начнется заливка бетона, кубами, вот это плита огромная. Поздравляю, Алексей. Спасибо. Спасибо В за доверие. 29 году открыли. Должны в 2028 году основные строительные работы завершить. Вот и передаем коллегам под отделочные работы, монтажные, для оборудования. Основные зоны под ключ делаем, все остальное, что-то, потому что это выставочное пространство, чтобы они оборудовали. Ну, дальше посмотрим, как это будет складываться. Как правило, это все приплывает к нам, но пока такой расклад. Здорово. А это мы демонтируем и переезжаем сюда и разбиваем парк. Спасибо вам большое, Владимир Владимирович, за это решение.